Сегодня решила снимать в очках. Поправлю их, кстати. Не, ну вроде хорошо сидят. Волосы убрала в капюшон, прям в кофту, чтобы не мешались, а то высохли у меня волосы как попало, и вот так все стоит. Поэтому убрала. А хвост некрасиво смотрится. И пока дети в обед спят, надо быстренько снять приветствие и уже начать монтировать видео. Или все-таки без очков снимать. Сейчас сниму без очков, посмотрю, если нормально, то оставлю. Если нет, то пересниму. Подумаешь, это же быстро. Быстро. Опять я сейчас наговорила кучу, потом все это вырезать. Приветствую всех, кто заглянул на огонек. Я очень рада с вами снова встретиться. И сегодня я хочу рассказать о пошиве вот этого спортивного костюма. Сегодня мы разберем пошив брюк, а в следующем видео доберемся и до худи. Обе вещи я шила из бурды 2018 года. Худи я шила из первого номера, а брюки из второго. Сегодня я вам покажу, как я шила брюки, а в следующем видео мы разберем худи. И следующее видео получится немножко длиннее, потому что там будет и примерка. Пошлите шить. Итак, что нам понадобится для того, чтобы сшить костюм? Подвяз. Я взяла уже вот такой сразу готовый. Резинка для брюк. Люверсы для капюшона. Вот такие лампасы хочу тоже пришить. Вот это у меня брюки. Тут карманов еще нет. Я в боковом шве карман делать не хочу. Мне не нравится в боковом шве карман. Я буду вырезать вот такой карман. Вот такая выкройка брюк. Тут карман. Прям еще на выкройке вот этот кусочек вывела до конца, чтобы потом мне моделировать карман, как мне нравится. Вот такие мешковины я приготовила. И сейчас я смоделирую вход в карман. А вторая половина кармана у меня вот такая. Просто карандашиком примерно отмечаю, как мне надо. Сразу мешковины кармана отрезаю и сразу передние части. И сейчас вход в карман я буду проклеивать вот такой стабилизирующей лентой. Это у меня дети добрались до моих швейных дел и вот такое вот натворили. В общем, вот так, вот так, вот так, вот так аккуратненько проклеиваем. И утюжочком. Она немножко вот так собралась, но это нам не помешает. Так, теперь у нас по плану обработка кармана. Лицом к лицу складываем, фиксируем и прострочим на оверлоке. Потом выверну, вот так выверну и прострочу вот здесь на машинке. Натяжения нити у меня стоят все на 4. Вот эту я немножко натяну побольше. Частота на 3 стоит, а при сбаривании между 1 и 2. Ну и ширина строчки 6. У меня максимально 7, минимально 5. Ну вот что-то среднее. И поехали. И теперь прострочу вот здесь. Вот так. Здесь можно проложить любую декоративную строчку даже. Теперь пришью вторую часть кармана. Самое важное состыковать вот с этой деталью. Не с карманом, а с самой верхней деталью. Все. И так оба кармана на оверлоке сейчас прострочу. Так, я прострочила оба кармана. Теперь выкладываем. Карманы передние готовы у меня. Вот так. Здесь зафиксирую. И можно даже прострочить вот здесь. И здесь зафиксирую. Все лишнее вот это у нас обрежется, когда мы будем боковой шов строчить. Ну все, карманы классные получились. Моя рука входит. Телефон тоже входит, но не выходит. Для меня идеально получился вход для моей руки. Теперь займемся задними карманами. А сначала пришить кокетку. У меня тут брюки на кокетке сзади. В принципе, на спортивных штанах она не нужна, но почему-то мне захотелось это сделать. В общем, сейчас быстро притачаю вот эту часть к этой части. И вот теперь, когда задняя деталь готова, я могу взяться за обработку кармана. Нам опять понадобится стабилизирующая лента. Она нам будет не давать растягиваться входу в карман. Я сейчас приклею
стабилизирующую ленту сюда. И вот здесь сделаю обработку на оверлоке. Как сделать на оверлоке вот такой уголок? Завернуть. Сейчас покажу. Дострачиваем до конца. Так, вот так. И поднимаем иголку. Чуть-чуть ослабляем, крутя колесо назад-вперед. Опускаем иголочки. Так, у нас достаточно ослабилось. Если недостаточно нитки ослабить, то получится там немножко как зажеванное место. Все, опускаем иголки и шьем дальше. И вот такой уголочек у нас получается. Вообще тут не очень, да, получился? Вот тут вот такой получился. А вот здесь почти идеально. Где второй карман? Где второй карман? Вот второй карман, вот второй карман. Ну и вот, когда задняя часть у нас готова, карман готов, я все-таки решила вот здесь не давать строчку. Я сюда засунула паутинку. Ну, тут сейчас не видно. Я ее засунула. И когда буду потом отпаривать карман, она приклеится. Располагаем кармашек, как нам удобно, или по выкройке. Тут у меня в модели на выкройке не было никаких карманов задних. Я его сама нарисовала и оформила. Теперь прикалываем. И все. Сейчас будет карман готов. Теперь вот тут прострочу. Вот эта оверлочная строчка, которую я делала ранее, она дает возможность ровно загнуть вот эти краюшки. Все-таки решила показать. Вот такую широкую клеевую паутинку я хочу засунуть вот сейчас вот сюда. Вот в этот кармашек как будто бы. Хотя можно было это, конечно, сразу приклеить. Но мне неохота постоянно включать-выключать утюг. Я каждый раз, когда выключаю утюг, убираю его в шкаф. Потому что у меня тут ходят дети, и это немножко опасно. И когда уже накопится много моментов, которые нужно отпарить, я достаю и сразу все парю. Смотрите, какие карманы у меня получились. Ой, мне так нравятся. Ну, карман внутри вот такой. И вот там паутинкой я проклеила. Она так теперь такая стабильненькая. Что-то мне так нравятся эти карманы прям. Так, ну что, дело дошло до боковых швов. Я сейчас буду делать боковые швы и прокладывать вот такую полосочку к боковому шву. Я уже хочу их носить. Такие классные получаются. Кармашек вот этот я тоже отгладила. Он не такой симпатичный получился. Ну, тоже миленький, красивенький. Но вот задние карманы мне больше понравились. Как они выглядят. Смотрите, перед тем, как стачивать на оверлоке, я вот это место притачала на машинке, чтобы мне оверлок потом не сдвинул ничего, никуда не подвинул. А то бывает иногда немножко перекосится. И тут момент толстый, поэтому... И еще я обрезала все хвостики. Все ненужное, чтобы не было вот так. Вот это все я убрала. Для того, чтобы нож на оверлоке ничего не сдвинул мне. Так, смотрите, у меня тут два таких толстых места. И вот эти места я буду проходить вручную. Не, вот это еще идет, по-моему. Ах. Вот так. Хоп, вручную. Прошел и дальше. Вот видите, он сдвигает, нож сдвигает, прям двигает их. Поэтому я обрезала и кручу вот это колесо вот так. Просто вручную. И тогда на вот этих таких сложных местах иголки прекрасно себя чувствуют. О, еще, давай. А то если с разгона входить в эту толщину, то можно сломать иголку. Так, ну и теперь пришить лампасы. Тут, в принципе, ничего особенного нет. Я наложу кусочек одного края на строчку, на заднюю часть. Прям немножко, чтобы вот это место отстрочить. Вот так. И потом, как ляжет, так и пристрочу вторую сторону. Все. И вот у меня вот тут камень есть. И вы скажете, зачем тебе камень в шитье? Вот такой камень нужен, когда отпариваешь. После горячего утюга придавливаешь какие-то такие толстые места. И вот они вот такие потом плоские, ровные. Получается, что толщины и нету.
вот что вышло. С этой стороны. А с этой стороны вот этот шов, он пристроченный. Я его пристрочила, когда настрачивала вот эту сторону. Вот так лампас выглядит не проглаженный. А вот так он выглядит, когда погладишь его. Еще моя бабушка говорила, портной гадит, а утюг гладит. Теперь я буду сшивать вот этот передний шов. Зафиксирую и прострочу на оверлоке. На оверлоке или на оверлоке, как правильно. Наверное, как удобно, так и правильно. Вот, я вот так прострочу, а потом дам строчку вот здесь отделочную. Так, что здесь? Задний шов тоже прострочу. И вот это место сначала закреплю на швейной машине, а потом на оверлоке прострочу. Тоже здесь отделочную строчку сделаю на машинке. Причем я сделаю эти строчки так, чтобы с этой стороны этот шов лег в эту сторону, а вот тут он лег в другую сторону. И потом, когда я буду сшивать, он вот так ляжет, друг в друга соединится. И не будет толщины, опять же. Так вот, я прошила, соединила шов. И у меня получился ровный крестик сзади на кокетке. Ну и вот, как говорила, отстрочила этот шов в одну сторону, а передний в другую. Теперь я буду сшивать шаговый шов. Так, собираем. Прям вот так. Вот так ушки. Складываем его. Здесь я возьму иголку, потому что иголки лучше фиксируют и ничего не сдвигается. И теперь вот здесь нужно прострочить на швейной машине. Буквально 3 стежка. Я люблю, когда все ровно швы совпадают и все крестики, все совпадает. Прям это мне очень важно. И все, и твой оверлок тебе ничего никуда не сдвинет, и у тебя будут ровные и прямые углы. Вот я прошила буквально вот 2 стежочка. И я теперь точно уверена, что когда я буду прошивать на оверлоке шаговый шов, у меня тут будет вот такой крестичек. Теперь приступим к поясу. Я тут уже наметила 2 отметки. Я тут буду делать петли для шнурка. Ширина пояса у меня равна 2 ширинам резинки. Теперь вот в этих местах я сейчас возьму флизелин и укреплю для петель. Тут не обязательно все должно быть симметрично. Тут главное, чтобы наша прорезь попала как раз на это место. А флизелин я брала самый толстый, который у меня есть на пальто. Ну, мало ли, чтобы, в общем, было покрепче. Ширину петли я делаю примерно 2 сантиметра. Вот такая петелька. С этой стороны она у нас на флизелине. И здесь сейчас прорежем. Для шнурка будет готово. Ну и потом я буду сшивать уже в кольцо пояс. Ну все, пояс я подготовила. Я его сшила на прямострочной машине. Припуски разутюжила. И вот здесь посередине прихватила эти припуски тоже строчкой, чтобы когда оно было вот так, и там шнурок туда-сюда гулял, чтобы вот здесь вот все не сбивалось. И сшила резинку вот таким прямоугольником. И еще приготовила шнурок. Я думала вот этот шнурок использовать, но было всего 4 метра. Пока на 2 штанины лампасы пришила, и там уже чуть-чуть осталось совсем. Так, ну вот шнурок сделаю вот такой из основной ткани. 3 сантиметра шнурок. Вот здесь я уже пришила вот такую пипку с длинным шнурочком. Сейчас стачаю на оверлоке самой узкой строчкой вот так. И потом вытяну веревочкой, выверну это все. Не хватило ткани у меня, уже нету длинных отрезков. Вот по косой пришила 2 отрезочка. Ну, вот такой шнурочек будет. Чтобы прострочить самой узкой строчкой, я поменяла вот этот ширитель. У меня стоял вот такой, тут вот широкий, написано white, а теперь на простой. На манжетах для брючин я делаю тоже так же. Стачиваю на прямострочной машине, разутюживаю. И вот здесь посередине
прихватываю пару, прям буквально пару стежков, чтобы они потом, вот эти припуски, не сбивались куда не надо. И вот так втачиваю просто. Получается посередине ровно на ребре вот такая строчка. Ее незаметно, но при этом она держит, выполняет свою функцию. Ну и просто вот так их сюда, манжеты вставляю. Так буду растягивать и пришивать на оверлоке. Вот такой получился у меня шнурочек. Он у меня вот здесь сшитый. Получился толстоват немножко. Но он будет внутри, и это не будет видно. Ставлю вот сюда, где у меня тут перед. Вот в эти отверстия. И будет у меня готово. Мама, что тут, чтобы шов на манжете и шов на брюче не совпадал, я тут снова скрепила просто на машинке пару стежков. И сейчас прострочу на оверлоке со стороны манжеты. Сейчас объясню почему. То есть манжета у меня сверху, а брючина снизу. Я делаю для того, чтобы вот так, когда натягиваешь, и я отпускаю манжету обратно, стянуться, и тогда тут вот эта вот брючина, она собирается сама гармошкой, и уже не такой растянутый шов получается. И опять натягиваю и отпускаю манжету обратно, и получается брючина сама присобирается. И вот такую сборочку я делаю. Теперь как закончить вот эту круговую строчку, сейчас расскажу. Я ножом, так, сейчас я повыше сделаю камеру, чтобы она сверху немножко показывала. Вот так. В общем, дохожу до места, где начало строчки, и ножом отрезаю вот этот хвостик. Аккуратно. Все. И убираю нож вообще, чтобы нечаянно вот здесь верхушечки не срезать. Немножко захожу на начало шва. А теперь поднимаю лапку, поднимаю иголки и немножко ослабляю нитки туда-сюда, крутя вот так вручную колесик на оверлоке. Так, и вот и пару воздушных петель, пока изделие не выйдет из-под лапки. Теперь опускаю лапку и немножко вручную опять делаю пару стежков. Иначе, если вот так воздушные петли вытянуть и просто начать строчить, нитки оборваться могут. И теперь аккуратненько оставляю вот такой хвостик, он мне нужен. Отрезаю. Вот такой хвостик у нас остается. И вот это я считаю лицевой стороной. Так, наводи фокус. Наводи фокус. Вот это я считаю лицевой стороной, а вот это как бы изнаночная. И вот на изнаночную сторону я вытягиваю нитки вот так. Распрямляю их, и получается они вот как бы в эту сторону лежат. Так, сейчас лишнее обрежу. И теперь очень-очень близко к строчке я делаю узелок. Не могу просто хвостики прятать в швы, потому что мне кажется, что они могут вылезти. А так я сделала узелок и спокойно. Получается узелок на этой стороне он выходит. Вот такой получается узелок. Вот. И теперь хвостик спрячу в шов. Вот на этой брючине у меня уже подготовлено. Вот так. Продеваю в иголку с большим ушком. И продеваю в шов хвостик. Все, теперь обрезаю ненужное. Вот такая получается история. Еще хочу предупредить, не слишком затягивайте узелочек, иначе оно вот здесь вот немножко стянет, и получится вот такой немножко неровный шов. В общем, узел нельзя затягивать сильно-сильно к строчке. Получается, вот он немножко стягивает его. Ну, а так все вот так получается. И тут ровные крестики. Ну, это потому, что я сначала прострочила на машинке. Брюки готовы. Теперь остается дело за примеркой. Еще хочу сказать, как я пришила пояс. Я сначала одну сторону оверлоком пришила, просто одну сторону пришила к брюкам. Приложила резинку, накрыла второй вот этой частью
резинку и пришила ее вот здесь, притачивая пояс по верху. Просто на прямострочной машине притачала, немножко растягивая, и она такая эластичная получилась, просто обычной строчкой. Все, теперь осталось продеть шнурок. Вот теперь просто вот так завяжу, обрежу, вот так, наверное, и придавлю его, отпарю и придавлю камнем, чтобы более плоский получился он. Если есть у вас какие-то идеи другие, что можно здесь сделать, если на брюках куда ни шло, на худи немножко грубовато. В общем, если есть у кого совет, пишите, на худи сделаю другой тогда. Ну и теперь дело за утюгом. Нужно вот эти отпарить вот здесь. Получается манжета, она так нежненько, аккуратненько присбаривается. Теперь отпарить вот эту строчку надо, и вот эту строчку отпарю тоже заодно назад. Тут это вот где шаговый шов и соединяется зад, перед и зад. Тут тоже я отпарю и всю эту строчку назад. Вот, то есть вот этот припуск, он будет у меня назад. Так, ну что, осталось дело за примеркой, и там мы решим, довольна я или нет. Кстати, еще хочу уточнить один момент. Вот этот шнурок, его изнутри можно пришить, вот здесь дать строчку, и он тогда не будет вытягиваться, сползать. Но я не буду пришивать, потому что мало ли какие ситуации бывают. Может, вдруг когда-то там понадобится неожиданно какая-нибудь веревочка где-нибудь вдали от дома. Ну, я вытяну и перевяжу, не знаю, там что-нибудь. Поэтому я не хочу пришивать его. Мало ли что. Такие вот у меня мысли. Так, ну все, брюки готовы. Все. Аплодисменты брюкам. Я очень рада была провести это время с вами. Я желаю вам хорошего настроения, швейных свершений и ровных строчек. И помните, шить красиво просто. До скорого! Ой, так хочется ноги закинуть повыше. Да, вот так. Какой тут у меня журнал? Я уже без очков ничего не вижу. Первый 2018 и второй 2018. Что это? Худи, да.